За последние 40 лет идея традиционной семьи претерпела значительные изменения, что привело к появлению такого термина, как «хороший парень». Эти мужчины приучены искать одобрение у других, особенно у женщин. Эти хорошие парни обычно ласковые, щедрые и довольные, когда они могут принести радость. Несмотря на эти положительные качества, существуют ложные убеждения, что, будучи хорошим парнем, счастье, любовь и удовлетворение придут в твою жизнь. Но такова безжалостная реальность. Избавление от синдрома хорошего парня требует от тебя самопринятия, признания своей уникальности, напористости, смелости, ответственности за свои собственные потребности, принятия своей мужественности, контроля и четких границ. Короче говоря, прими свое совершенное несовершенство. Это важный шаг для того, чтобы освободиться от типичных черт хорошего парня, таких как позволять другим все контролировать, делать одолжения для всех, избегая конфронтаций, говорить людям то, что они хотят услышать, быть тряпкой и никогда не говорить «нет». Вместо этого старайся быть надежным и помогающим, но при этом уважая свои собственные чувства. В этом видео я расскажу о том, как тебе начать уважать себя и сделать себя приоритетом. Конечно, одной этой работы недостаточно для получения всего, но это очень важный шаг, о котором нельзя молчать. Так что, если ты готов инвестировать в себя время и силы попытаться изменить ситуацию, поставь лайк и подпишись на канал. Это лучшая награда. Хорошие парни опасаются своего настоящего «я». Они считают, что быть настоящим собой это как-то плохо или даже опасно. В результате они становятся хорошими парнями, просто винтиком в огромном механизме. Но главный вопрос – почему они верят в это? Все началось в детстве. Будучи маленькими, мы полностью зависим от других людей, которые реагируют на наши потребности. В результате чего наш самый большой страх – это страх быть брошенным или отвергнутым. Мы все в этом возрасте эгоцентричны. Мы – центр нашей собственной вселенной. Все вращается вокруг нас, что порождает проблемы. Мы начинаем верить, что мы являемся причиной всего, что происходит вокруг нас. Когда мы испытываем покинутость, будь то из-за неудовлетворенного поведения или проступков, мы можем поверить, что с нами что-то не так. И это психическое состояние называется токсичным стыдом. В попытке преодолеть токсичный стыд многие из нас скрывают свои недостатки, стремятся стать такими, какими, по нашему мнению, нас хотят видеть другие, и ищут одобрения у всех вокруг. Но, к сожалению, результат такого поведения обычно противоположен тому, на что мы рассчитывали. Мы надеялись, что наши потребности остаются неудовлетворенными. Мы не чувствуем себя любимыми, и наша жизнь остается серой и потухшей. Как после такого вообще можно радоваться жизни? Из-за чувства токсичного стыда многим хорошим парням трудно поверить в то, что кто-то может искренне любить их такими, какие они есть. Чтобы компенсировать это, они часто берут на себя миссию по достижению одобрения со стороны людей во всех аспектах своей жизни, полагая, что это подтвердит их значимость и ценность. Если в этих словах ты увидел себя, рассмотри эти 3 совета, чтобы начать свой путь к выздоровлению. Номер 1. Прекрати искать внешнего одобрения. Легче сказать, чем сделать, однако постарайся искать одобрение только от самого себя, задавая себе вопросы, например, чего я хочу, правильно ли я себя чувствую, что делает меня счастливым. Заботься о себе, делай приятные вещи для себя. Например, больше занимайся спортом, ешь здоровую пищу и следи за своим сном. Если у тебя нет никаких представлений о том, как заниматься спортом, есть множество видео на YouTube и других платформах, которые могут дать рекомендации по уходу за собой. Регулярно оставайся наедине с собой, используй это время, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле. Подумай о том, чтобы уехать на отдых куда-нибудь, если ты много работаешь. Поразмышляй о своей жизни и практикуй принятие ответственности за свои потребности. Как ты можешь вернуть свою личную силу и мужественность? Многие мальчики и мужчины чувствуют, что они должны скрывать то, что считается неприемлемым. Я говорю о истинных мужских качествах. Они считают, что для того, чтобы быть любимыми и иметь успешную жизнь, они должны следовать определенным ожиданиям, навязанным женщинами. В результате целое поколение мужчин становится все более и более пассивными, отдаляясь от других людей. Без нашей мужественности мы, возможно, не выжили бы как вид. На протяжении многих веков мужественность предлагает мужчинам ряд полезных качеств, таких как сила, дисциплина, смелость, страсть, упорство и целостность. К сожалению, мужественность также связана с негативными характеристиками, такие как агрессия, разрушение и жестокость. Хорошие парни часто подавляют свои негативные черты в попытке угодить женщинам, но это также может привести к подавлению других позитивных аспектов, таких как сексуальная напористость, соревновательность, креативность и эго. Это может также привести к потере лидерства в семье, в результате чего женщине придется взять на себя роль лидера, которую она, возможно, не хочет играть. Поэтому как ты можешь вернуть себе прежнюю роль? Прежде всего это наладить связь с другими мужчинами, присоединившись к спортивной команде или просто проводя время вместе. Участвуй в мероприятиях, которые обычно считаются мужскими, чтобы способствовать более глубоким отношениям с другими мужчинами. Второе.
Прекрати потреблять нездоровую пищу и приведи себя в форму с помощью плавания, поднятия тяжести, боевых искусств или других видов спорта, которые укрепят твои физические потребности. Третье. Изучи положительные мужские ролевые модели поведения. Ты можешь посмотреть множество англоязычных каналов, которые намного подробнее рассказывают об этом. Некоторые каналы заслуживают вашего внимания. Если ты останешься хорошим парнем, ты никогда не найдешь идеального партнера, и твои отношения никогда не будут идеальными. Я выделил 2 фундаментальных принципа. Во-первых, проживай жизнь так, как ты действительно хочешь. Люди, которые любят тебя таким, какой ты есть, будут оставаться рядом. А те, кто не любит, они не будут тратить на тебя много времени. Я хочу уточнить, что тебя не будут любить, если ты целыми днями сидишь на диване и говоришь, что это настоящий ты. Твой настоящий ты сидит глубоко внутри тебя, и тебе нужно пробиться к нему. Во-вторых, устанавливай границы. Когда ты делаешь это, ты создаешь атмосферу, в которой ты и твой партнер может быть интимным и уязвимым. Твоя партнерша чувствует себя в безопасности, в свою очередь границы создадут уважение между вами. Помни, что если кто-то пересекает твои границы, это не проблема другого человека. Как хороший парень, ты до сих пор позволяешь другим людям нарушать твои границы. По мере того, как ты изменишься и берешь на себя ответственность, поведение окружающих людей также изменится, и в результате твои отношения улучшатся. Если ты одинок или твои отношения закончились, займись чем-нибудь важным. Не выбирай одного и того же партнера. Разорви цикл хорошего парня. Найди того, кто берет на себя ответственность за свою жизнь. Будь конкурентоспособным, сильным, свирепым и гордым быком. Просто задай себе эти 2 вопроса. Является ли жизнь, которую ты сейчас живешь, удовлетворительной для тебя? Второй вопрос – это то, что страх мешает большинству хороших парней. Именно страх останавливает тебя от того, чтобы попросить прибавку к зарплате. Страх, который останавливает тебя от создания собственного бизнеса. Это страх, который останавливает тебя от жизни там, где ты хочешь жить. И прежде всего, это страх, который заставляет тебя бояться собственного успеха. Так что перестань довольствоваться текущей реальностью и встреть свои страхи лицом к лицу. Создай новый, замечательный график своей собственной жизни и возьми на себя ответственность за получение того, о чем ты так мечтаешь. Чести и удачи.